Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и сегодня вы увидите обзор одним кадром на iPhone 13 Pro Max. И да, у меня на руках 14 Pro Max, 13 Pro Max и SE 3 2022 года и iPhone 14 Plus. На все это у меня не было обзоров полноценных, они будут. Почему? Потому что в игровых тестах я уже прогнал 13 Pro Max, я ходил с ним год. С 14 Pro Max я уже хожу почти год, то есть почти с момента старта продаж. Мне есть что рассказать. Это не киноэффект, это обычный 4К 60 FPS основного модуля. Смартфон, разумеется, уже подубит за более чем 1,5 года использования, скорее всего дольше. И почему я им пользуюсь, почему я не советую покупать, разумеется, яблочное устройство сейчас. И все остальное вы узнаете в ролике. Притом, здесь, разумеется, не будет каких-то новостных агрегаций из разряда того, что яблоко сейчас запрещено в какой-то службе, еще в чем-то. Даже во времена, когда я работал на государственной службе 20 лет, у нас были запрещены смартфоны. Ничего не поменялось, неважно, яблочно оно у тебя или нет. Если говорить о органах госвласти, то, как мы все прекрасно видим и знаем, как были у нас твиты наших высокопоставленных чиновников на яблоках, так и остались. И опять же, кому надо было перейти, тот уже перешел с яблока давным-давно. Кому не надо, тот и не перейдет, даже если он, не знаю, будет гендиректором Xiaomi. То есть плюс-минус одинаково. Вот смотрите, почему не особо актуален этот ролик с точки зрения именно обзора камеры. С точки зрения обзора камеры вы можете посмотреть последний год моих обзоров, точнее не год, это получается 2020. Нет, подождите, на 13 Pro, получается, съемка ведется, части роликов до сих пор, а остальная на 14 Pro Max, допустим, на смартфоны практически все на 14 Pro Max. И до этого, наверное, год назад, все это проходило на 13 Pro Max, как раз вы его сейчас и видите. Какая стабилизация, все остальное вы тоже видите. Единственное, я использую стоковые программы, я делал по поводу этого ролик, как надо снимать на iPhone. Это был... не знаю, наверное, это было около 6 месяцев назад. Съемка на iPhone проводится довольно просто. Ты скачиваешь программку Mimo, которая нужна для стабилизатора. Сейчас, к слову, он не на стабилизаторе, а просто на штативе. И снимаешь их кодировкой. Их кодировка проще рендериться, проще нарезать, проще использовать для того, чтобы монтировать. Опять же, в ADAPI. Если вы монтируете где-то собственно, на MacBook'ах, то там ничего вообще думать не надо. Быстрее, чем MacBook, яблочные файлы никто не монтирует. И в целом, по большому счету, яблоки идеально предназначены для того, чтобы снимать что-то для масс-маркета. Почему? Потому что все, что вы видите в интернете, оно снимается уже давным-давно в основной массе своей компактами. Ну вы прикиньте, взять на какое-то мероприятие смартфон или взять полноценную камеру. Допустим, если travel блогинг брать, вот Таиланд, пожалуйста, вам использовать камеры большие, как минимум опасно. То есть вас могут забрать, и у вас забрать могут технику. Это все а-ля непрофессиональное с одной стороны, с другой стороны вы видите, что качество картинки великолепно. Можно переходить на X3 опто телевик и можно на основной модуль. На ультрашире, к сожалению, как в Samsung переходить нельзя. Но вернемся к, собственно, смартфону. Первое, по поводу тестов. Тест у меня был у него игровой. В Твиче он максимум может вывозить 720p, 1080p он вывозить не может, в отличие от 14 Pro Max. 14 Pro Max, к слову, мог вывозить 1080p. Эти 1080p были довольно неплохими. Сегодня, к слову, наверное, и выгружу даже до этого обзора на 14 Pro Max именно игровой тест. Игровой тест яблоко проваливает по полной. Сбрасывается яркость 1200 люксов у него в стоке. Если ты начинаешь играть, падает она до 280 люксов. И это печаль. По поводу съемки, повторяюсь, по поводу файлов. Есть история простая, что вы можете, опять же, записывать все это через мимовскую прогу и потом редактировать. Либо второй вариант, вы можете стоковой программой записывать. Но эта стоковая программа имеет ряд минусов кодировки именно для рендера. Вот сейчас вы видите, как
пишет файл в стоке смартфон. Я не думаю, что что-то будет крашиться. Насколько YouTube его сожмет, я знаю, потому что яблоко в ProRes он сжимает в 98 раз. Обычный файл он будет сжимать где-то в раз 12, в 14. Но это все про съемку. Если говорить не про съемку, почему яблоки выбираются и почему, допустим, этот смартфон, если вы купили и ходите, он вас устраивает, неплох. Прямые грани, хороший тач, то есть на нем реально удобно работать. Максимальная стабильная яркость, то есть 1200 люксов на максимальной яркости, даже без пиковой, это классно. Ты фактически всегда видишь экран, но греется он также люто, заряжается он медленно, разумеется, беспроводная зарядка у него тоже медленная. Если говорить о покрытии, я пользовался этим смартфоном довольно долго, и покрытие экрана без защитной пленки его спасало лучше, чем 14 Pro Max. То есть 14 Pro Max я поцарапал вообще капитально, используя его без стекла защитного и защитного чехла, получается, и пленки. Я не знаю, видно ли вам будет, но вот этот экран у 14 Pro Max почему-то поцарапался значительно больше, чем у 13 Pro Max. Если говорить не о съемке, почему, опять же, съемка у него лучше, по моему мнению, и почему в основном на него снимаются все обзоры, очень просто. Даже дело не в скинтоне, то есть вопрос цвета кожи открытый, кому-то нравится, кому-то нет. Можно красить, я не крашу. А вот вопрос автофокуса, он не открыт. То есть автофокус здесь прямым текстом лучше, и лучше автофокуса вы вряд ли сможете найти, по моему опыту. Лучше, чем у яблок, не работает никакой автофокус. По поводу картинки, мне больше нравится на Huawei картинка, но у них ужасный автофокус, и это основная причина, почему я перешел с Huawei тогда еще по 20 Pro на яблоко. То есть сначала я снимал на Huawei, потом, кстати, я снимал какое-то время на Samsung, у них тоже была беда по моим меркам, опять же, с автофокусом, если ты снимаешь объекты. В ваших сценариях использования вполне возможно яблоко будет снимать лучше. По поводу войн, что если фотографировать в RAW формате на яблоко или на какой-то из андроидов, яблоко рвет, не рвет, я скажу вам так, что если у вас руки из того места растут, вам не нужны какие-то супер-мега крутые смартфоны, вам достаточно, не знаю, смартфона за 1040 андроида, и таких смартов может быть много. Потому что мобильная фотография, начиная там с года 19-го, она сильно-то не растет. Опять же, по моему мнению, по моему субъективному мнению, там, в этот момент все как-то встало, и по большому счету, а что вам еще надо? Если говорить о картинке, к слову, что у нас там уже 8 минут. Все хорошо по глюкам и лагам. Глюки и лаги бывают и у яблок. Это раз. Два. По основным их плюсам. Почему люди покупают айфоны, в первую очередь, мое субъективное мнение, не потому что там больше баллов в Geekbench, потому что в Antutu Android устройства выбивают больше. К слову, Antutu разные для Android и iOS устройств. Не из-за их мощности, а по той причине, что основная масса программ, которую вы видите в маркетах, то есть Яндекс, Play Market от Google, либо, допустим, iOS-овский App Store. Так вот, в App Store в первую очередь выгружаются обновления, допустим, если брать те же квадрокоптеры, либо стабилизаторы. Все, что я тестировал, если что-то не подключалось к Android, к iPhone это всегда подключалось, и всегда обновления прилетают на яблоко раньше. Потому что разработчики, они заточены под то, чтобы в первую очередь под яблоки делать свои аксессуары. Если говорить о часах, все часы, аксессуары, которые идут к яблокам, лучшие часы у яблока, то есть все Apple Watch по факту лучшие, их все копируют. С этим никто, я думаю, не поспорит. Их решения копируют, их внешний вид копируют. Если говорить о наушниках, то же самое. Да, у яблока не особо много моделей, с одной стороны. С другой стороны, самая массовая продажа, самые первые популярные AirPods, и форму, опять же, копируют, внешку копируют. Все становится дешевле, да, в принципе, AirPods становятся дешевле. Наушники, часы мы прошли. Следующее, ноутбуки. Самые легкие ноутбуки, это факт. Самые лучшие ноутбуки для работы. Да, игровых ноутбуков у них нет, но если брать именно рабочие варианты, винду, разумеется, на Mac
вы тоже можете поставить, то объективно лучше для того же монтажа, если вы увлекаетесь либо той же работы, если вы купите ребенку и скажете, вот компьютер, с которым ты будешь ходить, и он такой, о, он дорогой, а потом до него дойдет, что игр на Mac-то и нету толком. Но это отличный вариант, именно как рабочий. Про смартфон, что я могу сказать? Не зря его копируют, не зря его решения копируют. Мне импонирует много вещей. Много вещей здесь минуса. Это грани, сброс яркости. Что еще из интересного? Разумеется, огромный минус – это долгая зарядка, стоимость аксессуаров. Вообще, это ценовая политика, которая, с одной стороны, убивает. С другой стороны, когда я смотрю, сколько стоит тот же Fold 5, к слову, Samsung Fold 5 я купил, или сколько стоит, надеюсь, что яблоко не выгрузит тоже раскладуху, иначе мне придется ее покупать, и я тогда, конечно, расстроюсь. Так вот, если говорить о iOS-устройствах, они всегда максимально оптимизированы. То есть они выгружают новинку раз в год. Не как некоторые 3 раза в год, 2 раза в год. И постоянно, допустим, у Realme я вообще не понимаю, как у них выходит нейминг смартфонов. Xiaomi запутались уже все. У Яблока все просто. И раз в год мы имеем новинки. Они не особо сильно отличаются от старых устройств. С одной стороны. С другой стороны, мы не думаем, а когда они что-то новое выгрузят. То есть Qualcomm разработает новый процессор, все побегут его закупят, какой-нибудь Gen 3 выгрузят новинку. Если процессор будет выходить 3 раза в год, они 3 раза в год будут выгружать новинки. Это такой, может быть, размытый получился ролик и обзор. Кстати, 10 минут получается уже прошло, уже 12. Напишу объем файла позже. Но мораль была проста. Разумеется, айфоны покупать не стоит, учитывая санкции не стоит, учитывая ценовую политику и все остальное. Но это с одной стороны. С другой стороны, если вы сидите на яблоках, и очень многие у меня спрашивают, Саня, на что перейти? Не на что. Какой бы вы смартфон ни вспомнили, ну кроме Самсунгов, но у Самсунга космический шим. И очень много людей мне пишут, что да, Саня, когда ты не говорил, мы не замечали, потом мы стали тестировать, допустим, Samsung и какие-нибудь смарты на IPS, и видим, что у нас раздражение глаз и усталость глаз как раз от шима. Шим – это лютая штука, которая на каждого 10-го человека минимум воздействует плохо, и он его прямо ощущает. Так вот, у самсов тоже очень много минусов, включая не особо быструю зарядку, ценовую политику и все остальное. Если брать, допустим, Xiaomi 13 – великолепный девайс, но на него тоже переходить. Вы понимаете, вы спрашиваете, есть ли аналог операционной системы, как iOS? Правильно формулировать так вопрос? Нету. Если такие же классные экраны? Нету. Если такие классные процессоры? Нету. Если такие же классные по средней, температура средней по больнице камеры? Нету. С чем бы я еще ходил, кроме этого? Xiaomi 13, Samsung S23. И если брать BBK, это Oppo Find X6 Pro. Вот с этим бы я ходил с кайфом. Но смогло ли это бы заменить мне экосистему Apple? Нет. Что у нас у Oppo? Какие глобальные часы есть? Классные. Или глобальные наушники есть, окей, у всех. А так, чтобы вот, или не знаю, опповский ноутбук. Я говорю, если ты просматриваешь вот это вот все, и ты понимаешь, что у меня есть MacBook, у меня есть умные часы от Яблока, которые можно ультру эти не менять года 3. У меня есть наушники. И да, для кого-то они не про звук, кому-то они достаточно. Для кого-то микрофоны плохие, кому-то не очень. Но весь перечень одного бренда я могу собрать легко, и все это будет топовым. Да, для кого-то оно не будет лучшим, но это все будет из топ-сегмента. Если такое у OnePlus, нет часов. Если такое у Oppo, глобалок часов я не знаю у них, может быть, и ноутбуков я не знаю. То же самое касается, кстати, OnePlus. То же самое касается планшетов. Лучшие планшеты, айпады, лучшие наушники по именно, окей, продажам даже. AirPods, лучшие ноутбуки для работы, макбуки, 1,000,000%. И по автономности, и по остальным плюшкам. И ты куда ни прыгаешь, везде лучшее. Да, у смартов есть альтернатива, но только если брать смартфон отдельно от экосистемы. То есть, если брать смартфон отдельно от экосистемы, то альтернативы есть.
Буду ли я его менять в ближайшие года 3, я так не думаю, потому что все, что делает сейчас по мне китайский производитель, он старается делать что-то дешевле. И мне это не нравится. То есть они каким-то образом смещают гарантию, там мелким шрифтом нельзя топить, хотя можно. Говорить про пиксели я вообще ничего не хочу, потому что если бы не их процессоры, наверное, они бы делали почти идеальное устройство. И в целом ролик получился слегка длинный, конечно, на 15 минут. Вес я напишу вам в комментариях. На 14 Pro Plus и на 14 Pro Max пишите, делать ли такое. Понятно, что это все вилами по воде, но а что можно рассказать о смартфоне за такие деньги? Оверпрайс брать не стоит. Лучше купить ноутбук, компьютер и флагман какого-нибудь другого бренда. И на все вам хватит. Девайсу все равно оторвано от цены. Да, я его никуда не дену. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И по поводу банковских приложений забыл сказать. Опять же, Face ID, кто поймет, но оно же решает. Оно реально решает. Где бы ты ни находился. У любого банковского приложения, которое всегда можно установить, все равно все можно установить. Face ID и все, и ты в огне. Вот. И это дело не взломать. И найти. Сколько раз я терял 14 Pro Max и находил потом свободно. Понятно, у Гуглов такое есть, у Meizu потом замучаешься переподключать, если ты активировал его в аккаунте. Но по факту, если ты яблоко потерял, найти его очень просто, если у тебя тот же iPad есть. Может быть, AirTag, вообще что-то меня понесло. Повторяюсь, девайс от меня, да. Покупать его однозначно не стоит, но смарт норм. Добра и удачи вам, дорогие друзья.